Доброе утро, меня зовут Сергей, а это Артем. Сегодня мы планируем преодолеть Гигамский хребет и доехать от Сивана, который находится у меня за спиной, до Еревана. Также планируем посетить самую высокую точку Гигамского хребта, гору Аждаак. Грядущий день обещает быть длинным. Основная цель для нас – это вновь оказаться на асфальте до захода солнца. В конце нас ожидает каменистый спуск, который некомфортно преодолевать в свете фонарей. Из-за длительного маршрута потребовалась заброска к месту старта. Хорошего общественного транспорта в Армении нет, поэтому приходится добираться на автомобиле. Можно вызвать такси в тарифе минивэн или заранее договориться со знакомым водителем. Это не очень дорого. Поездка длительностью в час обошлась нам примерно в $35. Прошел час, а это значит, что время подкрепиться. Чтобы ехать с комфортом длинной дистанции, необходимо не забывать о еде. Питаемся. Проехали около 27 километров, но поднялись не очень высоко, наверное, примерно метров на 400. Сейчас высота около 2400 метров, а наша высшая точка это 3600. Подниматься и подниматься. Добрались до одной из точек интереса нашего путешествия. Это озеро Акнарич, которое находится сзади меня. Также сзади меня находятся 3 горы. Посередине них гора Аждаак, куда мы хотим забраться на вершину. Сейчас будем двигаться. До него нам примерно 5 километров. После озера Акна нас ожидал самый сложный участок нашего маршрута. Пешеходная секция длиной в общей сложности около 3 километров. Она включала в себя крутые подъемы, таскание велосипеда по курумнику и отсутствие воздуха в нужном количестве. После моего возвращения из Киргизии прошло 1,5 месяца, и высотная акклиматизация пропала. Уже на высоте 2800 метров ехать стало тяжело, а чем выше мы поднимались, тем меньше было сил. Оставляем велосипеды у подножия горы и сейчас пойдем наверх. На вершину, скорее всего, мы не успеем забраться, но на седло заберемся и посмотрим прекрасное озеро. Забрались на Аждаак. Сзади меня вот такое вот прекрасное озеро. Высота 3550 метров. Настоящая вершина 3600 метров, но у нас совсем ограниченное время, и мы решили это пропустить и туда не пойти. Гравийный велосипед сильно уступает горному в спуске вниз по каменистым участкам. Поэтому для меня спуск был итеративным. Ехал какое-то время вниз, затем останавливался и ждал Артема. В какой-то момент ожидание стало слишком долгим. Прошло 5 минут, и никто не появлялся. Кажется, что-то случилось. Я развернулся и поехал обратно.
Вдалеке увидел Артема, который проводил какие-то манипуляции с велосипедом. Когда доехал до него, выяснилось, что он наехал на камень, а затем очень резко спустило заднее колесо. Следов герметика при этом нигде не было. Причина, почему спускает колесо, осталась так и неясной. Никаких повреждений ни ленты, ни ниппеля, ни покрышки обнаружено не было. Поэтому решили просто поставить камеру и поехать дальше. До цивилизации осталось 4 километра, и дальше будет нас ждать асфальтовая проброска. Спустились с гор. Сейчас мы находимся в деревне Гигард. Успели как раз-таки в последние минуты до того, как магазин закроется, и взяли по бутылочке колы. Сейчас нас ждет путь в Ереван. Примерно 38 километров осталось. Времени 9 вечера, мы успешно спустились в Ереван. Машин не так много. Большая часть трафика началась в городе. В целом поездка удалась. Если бы не колесо не спустило, то мы точно бы финишировали до заката. Артем, может быть, тебе есть что сказать по поводу? Давно хотел попасть в Неждак. Вот, и удалось с Серегой. Составил компанию, маршрут. В целом здорово. Последние 4 километра, конечно, удивили. Темно, гравий крупный достаточно. Вот. А так вроде бы все хорошо.